Количественно контролируемое исследование электродной кинетики проводится с использованием трех электродов. Рабочего электрода, который представляет собой исследуемую границу раздела. На этом электроде происходят интересующие нас процессы. Электрода сравнения, например, насыщенного каламельного электрода, который действует так, как было показано в 5-й лекции. И противоэлектрода, или же вспомогательного электрода, который является третьим электродом. Все три электрода управляются потенциостатом. Потенциостат создает фиксированный потенциал Е между рабочим электродом и электродом сравнения, пропуская незначительный ток через электрод сравнения. Отсюда следует, что поскольку электрод сравнения служит для обеспечения постоянного значения, любые изменения в значении Е отражаются как изменения в разности потенциалов между рабочим электродом и раствором. Падение потенциала на границе рабочий электрод-раствор обычно вызывает протекание тока. Это и является целью эксперимента – исследовать ток на поверхности раздела рабочий электрод-раствор как функцию контролируемого приложенного потенциала. Вспомогательный электрод служит для пропускания такого же тока, что и ток, протекающий через рабочий электрод. Соответственно, потенциостат задает вспомогательному электроду напряжение, которое необходимо для прохождения этого тока. Обратите внимание, что введение вспомогательного электрода, действующего таким образом, является единственной причиной, по которой регулируемый потенциал может быть приложен к рабочему электроду согласно уравнению. Если присутствуют только два электрода, причем один из них действует одновременно как вспомогательный и как электрод сравнения, тогда применение этого уравнения невозможно по двум причинам. Во-первых, через электрод сравнения может протекать значительный ток, вызывающий химические изменения электрода и изменяя эталонную разность потенциала в соответствии с уравнением Нернста. Во-вторых, в этом уравнении появляется третий член. И R отражает электрическое сопротивление между рабочим электродом и электродом сравнения. В этой ситуации изменения в значении E вызовут неизвестные изменения IR, а также изменения в разности потенциалов между рабочим электродом и раствором, так что он больше не будет контролироваться. Исключение из необходимости использования трех электродов возникает, когда рабочий электрод представляет собой микроэлектрод. Такие электроды имеют размеры микронной шкалы или меньше, и поэтому пропускают очень малые токи, порядка наноамперов. Соответственно, двухэлектродная система, состоящая из рабочего электрода и электрода сравнения, может быть достаточной, поскольку, во-первых, крошечные токи приводят к незначительному изменению внутри электрода сравнения, а во-вторых, значение IR становится достаточно малым, чтобы им можно было пренебречь. Наконец, в связи с наличием вспомогательного электрода стоит отметить два практических момента. Мы подчеркнули, что роль этого электрода заключается в пропускании того же тока, что и ток, протекающий через рабочий электрод. Отсюда следует, что этот ток будет электролитически вызывать химические изменения в растворе вблизи вспомогательного электрода. Необходимо дополнительно провести эксперименты, осознавая, что химические продукты обязательно должны образовываться в результате противоэлектродного процесса. При необходимости электрохимическая ячейка может быть спроектирована таким образом, чтобы отделить противоэлектрод зафритой в боковом плече ячейки, чтобы уменьшить загрязнение раствора. Проблема образования продуктов на противоэлектроде особенно важна в электросинтезе, где обычно желательно крупномасштабное преобразование содержимого ячейки. В вольтамперометрических исследованиях используются относительно небольшие количества материала, поэтому проблему легче контролировать. Прохождение тока через противоэлектрод требует, чтобы потенциостат задавал электроду напряжение, необходимое для протекания тока. Емкость любого потенциостата с точки зрения напряжения, которое он может приложить к противоэлектроду, ограничена и конечна. Многие коммерческие потенциостаты могут обеспечивать
только около плюс-минус 15 вольт. Некоторые, которые предназначены для синтетических целей, могут обеспечить около 70 вольт. Поэтому перед проведением эксперимента необходимо проверить напряжение противоэлектрода, чтобы убедиться, что не были достигнуты максимальные значения. Если это так, рабочий электрод больше не потенциостатируется, и эксперимент необходимо будет перепроектировать.